Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Владимир Владимирович Путин на своем официальном сайте Кремлин.ру дал поручение по выработке механизмов, обеспечивающих финансирование создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики, включая механизмы господдержки. Борис Леонидович, вопрос. У нас вообще строится новая электроэнергетика, генерация строится какая-то, кроме атомных электростанций. Как у нас с этим? Как конкурсы проходят по новым мощностям электроэнергетики в Российской Федерации? Максим, вы предлагаете почти философскую такую беседу. Что-то строится, то, что начато, продолжается строительство. Новые конкурсы. Напомню, что за последние чуть больше года был провален конкурс на строительство новых мощностей на юге, в объединенной энергосистеме Юга, просто по причине неявки ни одного желающего на конкурсный отбор. Наполовину состоялся конкурс на юге Сибири, то есть из 100% того, что было предложено, на 50% желающие нашлись. В основном это расширение мощностей уже действующих площадок, то есть там, где расходы хоть как-то можно контролировать. Затем был провален конкурс на Дальнем Востоке. Решили, что строительство солнечных и ветряных электростанций все спасет. Последнее, что у нас состоялось, это конкурс на севере, там совсем небольшой, 34 мегаватта, тоже провален по причине отсутствия желающих этим заниматься. Вот, собственно говоря, и все. И у меня такое впечатление, что в разных вселенных живут люди, которые должны руководить нашей энергетикой. 9 декабря, совсем недавно, прошел Международный энергетический форум Energy Space, где в числе прочих выступавших был и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Я специально для себя выписал. Вот он поставил задачу перед нашей энергетикой, прямая цитата. Наша главная задача – обеспечить на всей территории Российской Федерации доступность электроэнергии по экономически обоснованной цене, где главным критерием является стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта. Все решения, которые мы принимаем, мы оцениваем по стоимости киловатт-часа на весь период жизни проекта. У меня ровно один вопрос, а он о чем говорит? Что такое стоимость киловатт-часа на период жизни проекта? Мне кажется, что мы, оплачивая счета за электроэнергию, оплачиваем целый комплекс. Это не просто электроэнергия. Мы платим за киловатт-часы, безусловно. Мы платим за мощность. Мощность, которая не работает, но которая зарезервирована на моменты пикового спроса. Погодные условия какие-то. Еще события. Резко требуется увеличить спрос. Для этого в горячем резерве должны находиться определенные мощности. Это оплачивается. Дальше мы оплачиваем услуги транспортировки электроэнергии по магистральным сетям, по высоковольтным линиям класса 110 киловольт и выше. И мы оплачиваем транспортировку электроэнергии по распределительным сетям. Наши городские сети 6-10 киловольт, вот все это отдельно оплачивается. И одновременно с выступлением уважаемого министра, который говорит, что самое главное стоимость киловатт-часа на протяжении проекта, выпускают свои индикативные документы на следующий год Федеральная антимонопольная служба. Вот здесь мне чем нравятся документы Федеральной антимонопольной службы. Они ногами стоят на земле, они прекрасно понимают, за что люди платят. И что мы видим на 26 год? С октября месяца Федеральная антимонопольная служба предусматривает индикативный рост по мощности электростанции на 9,7-11,6%, по разным ценовым зонам немножко по-разному. На саму электроэнергию рост 7,5-8,3%, тоже отличается по ценовым зонам. Передача электроэнергии по магистральным сетям рост на 16%, передача электроэнергии по распределительным сетям на 15,2%. Ну и кроме того, с 1 января тарифы вырастут в связи с ростом ставки НДС, и с октября будут увеличены
расценки за услуги системного оператора, за ту самую системную работу. Системный оператор, напоминаю, обеспечивает работу единой энергосистемы и объединенной энергосистемы Востока во всех режимах, чтобы не было дефицита, отключений и прочего-прочего, чтобы все работало сбалансированно. Соответственно, что получается? Под разговоры Министерства энергетики о том, что нам важна некая цена киловатт-часа на протяжении проекта, но мы не оплачиваем киловатт-час на турбине. Мы его оплачиваем за то, что электроэнергия пришла к нам в розетку, и при этом обеспечила надежность работы. Электроэнергия должна быть качественной, так скажем. У нее есть характеристики, которые могут при их нарушении вызывать проблемы у нас дома. Если у вас скачет частота, если у вас скачет напряжение, у вас домашнее оборудование всевозможное просто выходит из строя. За это никто не платит. У нас не принято за это платить. Причины лично для меня необъяснимы. Если мы не вовремя оплатили счета, пришедшие за поставку электроэнергии, мы платим пени. Если из-за того, что у нас скакнула частота и вылетел, не знаю, блок питания компьютера, перестал работать телевизор, отключился пылесос и прочее, прочее, не платит никто. Это наша проблема. Ну, тогда будьте добры, тот самый утилизационный сбор, который вы собираете, направить на то, чтобы мы вместе с техникой покупали стабилизаторы напряжения. Это разумно. В сельской местности в советское время вот именно так и было. Покупаешь холодильник, купи стабилизатор. В противном случае, при скачке напряжения, у тебя холодильник работать перестанет. Вот тебе дополнительный ящичек. Будь добр присоединить. Вот схема. И, собственно говоря, что мы наблюдаем? В 2008 году у нас закончились реформы РАО ЕС России, проведенные командой блистательного энергетика, выдающегося экономиста, общественного деятеля Анатолия Борисовича Чубайса. Несколько лет прошло, я бы даже сказал, 17 лет прошло. Хотелось бы подвести итоги или услышать, как их кто-то подводит, но мы этого не видим. Что делает Федеральная антимонопольная служба? Она оценивает уровень состояния нашей энергосистемы и предпринимает те меры, которые позволяют ее удерживать, ну, хотя бы на том же уровне, на котором он есть сейчас. И когда представитель Министерства энергетики на одном из форумов честно заявляет, что отрасль была недофинансирована долгие годы, возникает вопрос, а почему? Почему она недофинансирована? Что случилось? Кто это сделал? Ответ известен. И сейчас Федеральная антимонопольная служба использует единственный резерв, который остался, наш с вами карман. Надо признать, что реформа РАО ЕС России – это действительно революционный сдвиг в энергетической системе нашей страны. Если с момента разработки и реализации плана ГЛРО электроэнергетика развивалась опережающим темпом раз, и два, служила надежной базой для развития экономики и подъема уровня жизни, то сейчас у нас происходит ровно наоборот. Это мы с вами, конечные потребители, как население, так и бизнес, должны оплачивать развитие электроэнергетики. То есть мы встали на голову и считаем, что нам вот так должно быть хорошо. Если раньше энергетика была для экономики, то сейчас экономика и наш с вами уровень жизни должны снижаться для того, чтобы не то что развивалась бы, а хотя бы на том же уровне оставалась наша единая энергосистема и объединенная энергосистема Восток. Вот такая картинка. Поверх всего этого прекрасная, великолепная ставка Центрального банка России. И, соответственно, те энергетические компании, которые могли бы участвовать в конкурсных отборах на модернизацию мощности, на строительство новой, такой возможности лишены. И опять возникает вопрос, кто это сделал. Почему все предыдущие годы дивиденды по работе генерирующих компаний, наших прекрасных Россетей, уходили куда угодно, но не на поддержание инфраструктуры в надлежащем виде? Почему сейчас в поручениях по итогам российской энергетической недели, Максим, а вы именно этот список взяли, мы с вами оба на этой неделе были, видели, поручений всего 8, их немного, но каждая из них веселенькая. Нигде напрямую не указано, что эту работу обязано было проводить все-таки Министерство энергетики. Почему-то для того, чтобы попытаться найти возможность для опережающего развития энергетики, должен вмешиваться президент государства. Мне казалось, что это в его обязанности не входит. Так же, как не входит в его обязанности убирать у меня в лифте.
Там иногда такое случается, но я ни разу в Кремль не звонил. Напомню, что в апреле этого года была утверждена энергетическая стратегия на период до 2050 года. Апрель. Фиксируем. Апрель 2025 года. Что мы видим через несколько месяцев после появления этого стратегической важности документа, который определяет развитие топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, тепловой энергетики на период на 25 лет вперед. В мае начинается кризис с нефтепродуктами на внутреннем рынке. Я понимаю, что есть внешние обстоятельства, но все то, о чем говорилось после кризиса 2022 года, когда у нас не хватало нефтепродуктов по отраслям, по регионам, повторяется слово в слово сейчас. Никто не ожидал, что в период массовых отпусков будет расти спрос на нефтепродукты. Кто бы мог подумать? Какая неожиданность. У нас сразу после лета наступает осень. Мы об этом не знали. Услышали первый раз. Выясняется, что все то, о чем говорили в 2022 году, что необходимо создавать резервы какие-то, если зимой низкий уровень спроса, значит, есть возможность накопить резервы, чтобы летом не приключались вот такие приключения. Но приключения приключаются, потому что мы это поговорили и забыли. Отложили в долгий ящик. И мы наблюдаем какую-то странную картину. При том уровне добычи, при том уровне нефтепереработки Россия сама себе запрещает экспорт нефтепродуктов. Другого выхода, как выясняется, нет. То есть тот рынок, который сформировался по результатам большого налогового маневра, напоминаю, в 2018 году Министерство финансов предложило, и наши государственные мужи в Государственной Думе дружно за это проголосовали. С 1 января 2024 года пошлина на вывоз нефти и нефтепродуктов в России равна нулю. И удивительное дело, нам не хватает нефтепродуктов на внутреннем рынке. Для того, чтобы это прекратить, необходимо вмешательство на ручном уровне, эмбарго одним категориям участников рынка, другим, вплоть до производителей. В мае месяце окончательно становится ясно, что начался кризис в угольной отрасли, угледобывающей. Причем кризис такого уровня, которого мы не видели с середины нулевых годов, когда был мировой экономический кризис, падали цены и так далее. У нас по итогам года Росстат ожидает общий убыток отрасли на уровне 300 миллиардов рублей. И это происходит сразу после того, как была утверждена энергетическая стратегия. После этого продолжают не проходить конкурсы на отбор новой мощности, на модернизацию. Внимание, вопрос, а для чего же мы тогда сделали такую большую работу, как неоднократно говорило Министерство энергетики, на уровне экспертного сообщества все обсуждалось, принята была замечательная стратегия, и через несколько месяцев после нее у нас кризис в угольной отрасли, в электроэнергетике и на внутреннем рынке нефтепродуктов. Это действительно тот документ, которого мы так долго ждали, который был так необходим. Теперь, если смотреть на список поручений Владимира Владимировича по итогам российской энергонедели, я надеюсь, ссылку прикрепим, чтобы каждый мог глянуть, что там происходит. Попытки президента, я не понимаю, почему президент, а не Министерство энергетики, вернуть все на свои места. Энергетика для развития экономики и для подъема уровня жизни, а не падение уровня жизни и проблемы в экономике для того, чтобы решить вопросы, которые необходимо решать для энергетики. Что для этого предлагает многоуважаемый Владимир Владимирович? В списке поручений, если он у вас на экране, буквы «Г» и «Д». Определить статус топливно-энергетических балансов в системе стратегического планирования Российской Федерации. Ну, как простыми словами объяснить, что такое топливно-энергетический баланс. Слова вроде каждая из них знакомая, а все вместе не очень понятно. Топливно-энергетические балансы, ну, они были всегда. С момента появления плана ГЛРО они были всегда. Один из основных постулатов ГЛРО – электростанции нужно строить там, где минимум расходов на логистику первичных энергетических ресурсов.
Если мы посмотрим, откуда взялся этот опыт во время гражданской войны, во время Первой мировой войны, вторая столица, Москва, получала электроэнергию только от одной электростанции. Те, которые работали на привозном мазуте из Баку, работать перестали. Электростанция под названием электропередача, работающая на подмосковном торфе, продолжала спокойно работать. Причины понятны. Отсутствие топливно-энергетического баланса, чтобы было, опять же, более-менее понятно, но вот из свежих событий, из новостной, так сказать, строки. Запасов угля на Юргенской ТЭЦ перед наступающими морозами осталось на пару дней. Вот такое новостное сообщение. Максим, вас не дергает? Вот, почему мне смешно от этого сообщения? Теряюсь в Эта догадках. электростанция находится в Кемеровской области. Объясните, пожалуйста, как можно добиться того, чтобы на угольной электростанции в Кемерово не хватало угля? Как вы это делаете? Мне было просто очень интересно. Топливно-энергетический баланс – это бухгалтерия энергетики. Это таблица, где по каждому виду энергетического ресурса уголь, газ, не знаю, мазут, если он используется в энергетике, торф, показывается, откуда этот энергоресурс взят, куда он ушел за тот или иной период, год, квартал. И должна обязательно проводиться проверка на равенство прихода и расхода. Типовой ТЭП отвечает на базовые вопросы. Сколько добыли, произвели, получили по сетям, сколько ввезли, вывезли, сколько пошло на преобразование энергетических ресурсов, то есть на электростанции, на котельные, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. И третий вопрос, сколько дошло до конечных потребителей, каких именно? Промышленность отдельно, ЖКХ отдельно, транспорт отдельно. Без баланса можно сколько угодно говорить. У нас избыток энергии, у нас дефицит энергии. Можно заявлять, что газ, уголь, мазут тут дешевле. ТЭП нужен для того, чтобы видеть все эти слова, которые у нас любят говорить, в виде цифр. Где потери, где неэффективное преобразование энергетических ресурсов, где узкие места сети, логистики, где съедает энергию собственное потребление, ну и так далее. Если у вас вот такого нет, тогда мы действительно в Кемеровской области не видим на электростанции уголь. Если у нас, причем это началось не сейчас, если кто-то будет говорить, что это возникло только при Новой России, нет, неправда. Амурская область, Ярковецкий угольный бассейн, запас около 16 миллиардов тонн угля. Уголь привозят из Якутии, с Нерюнгри. И началось это отнюдь не сегодня. На тот момент, когда строились теплоэлектростанции угольные в Амурской области, месторождение не было открыто. Решили вот так. Прошло более 40 лет. Сменить котлы так, чтобы они могли работать на местном угле, никто не догадался. По-прежнему возится вот так. И примеров, ну, совершенно чудовищных. Почему теплоэлектростанция Магаданской области получают уголь из Кузбасса? Вы логистику поставки угля в Магадан представляете? Провести либо по БАМу, либо по Транссибу до дальневосточных портов и балкерами отвезти в Магадан. Ну, угольное месторождение есть в Якутии, угольное месторождение есть в Хабаровском крае. Но мы не можем сменить, потому что угольные котлы рассчитаны под кемеровский уголь. И когда вроде бы как справедливо возмущается губернатор Магаданской области на те тарифы, которые предлагает Росгидро, Росгидро объясняет, другой уголь не пойдет. Уголь в Кузбассе стоит вот столько, логистика стоит вот столько. Покажи, где я ошибся или попытался тебя обмануть. Не можешь. До суда дело не доходит. Стороны приходят к выводу, что по-другому у нас нельзя. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, по которым вы можете поддержать наш канал, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Приношу глубокие искренние извинения за то, что в течение этой передачи ни разу не назвал фамилию Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.